Туки-туки. Как избавиться от стука в вилке? Что такое нормальные втулки? И из чего делать антилифтовые прокладки для рулевой? Об этом всем вы узнаете в нашем сегодняшнем ролике. Впереди концентрат полезнейшей информации, поэтому не теряем время и помчали. Привет, друзья! Давненько не виделись, не слышались, был занят, но всякое в жизни бывает. Продолжаем снимать полезные видео для вас, чтобы вы на самокатах ездили классно и обалденно. В нашем сегодняшнем ролике я планирую закончить тему воблинга, дрожания, каких-то непредсказуемых действий рулевой. Думаю, этого ролика заключительного будет достаточно. В предыдущих роликах, вот в этом ролике, мы говорили про то, почему я отрезал себе рулевой стакан. И вот в этом вот ролике мы обсудили первые самые важные моменты о стабилизации управления передней подвески. Да. Сейчас мы закончим, да, эту тему. Ну, весь тот материал, всю ту информацию, весь тот опыт, который я собрал за 7 лет, я вложил в свою рулевую. И сегодня закончу с вами делиться вот этим вопросом. Понятное дело, что для всего вот этого добра нужно иметь хорошие, качественные прокладки. И вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, особенно вот здесь, на хомуте должны стоять качественные прокладки. Во-первых, они дают стабильность в управлении. Во-вторых, они защищают соприкасающиеся, да, в паре части от износа. Самый критичный узел, я считаю, хомут. Я в прошлом видео уже о нем рассказывал, да, по поводу воблинга. И поэтому важна прокладка, ее качество, точность исполнения именно вот в этом узле, в первую очередь. Изначально я делал прокладочки из такого вот материала, ну, что было у меня под рукой, вот такая вот жесть. Вот. Достаточно тонкая. В принципе, она неплохо работает, но не сильно надолго ее хватает. То есть там полгода или год я поездил, и уже хомут на рулевой разболтался. Поэтому я взял вот такую вот старую грязную миллиметровую оцинковку, пробовал сделать обжим, да, прокладочку из нее. Ну, вот так вот это выглядело после очистки металла, да, после гибки. Но, к сожалению, эта идея не отработала так, как я ее себе представлял. Потому что зазор между штоком и хомутом имеется, но зазор этот небольшой. И он не принял вот эти вот лишние 2 миллиметра стали с одной стороны и со второй. Сколько я не защищал, ничего с этого хорошего не вышло. Можно было еще поднапрячь хомут, расклинить его. Но хрен его знает. Сейчас я его расклиню, через минуту он лопнет. И в принципе мне тогда вообще весь узел рулевой надо будет выбросить, покупать новый руль. Там 1000 или 1500 гривен, да. В долларах это где-то 25-40 долларов. Не сильно хочется, поэтому был анализ, да, и поиск других путей решения вопроса. Пробовал я 2 таких замечательных материала. Слева банка от пива, а справа банка от тушенки. И я вам скажу, что в принципе этими материалами я пока очень доволен.
Разрезал я их, зачистил, и вот получилось у меня вот две такие вот чудесные пластины для изготовления прокладок. Прокладки нужны практически везде. Это то, что осталось от пивной банки. Здесь где-то толщина 1/10. И она очень гибкая, она очень мягкая. Вот этот вот материал шикарно подойдет для таких узлов, где маленький радиус, ну, допустим, втулки на подвеске, и где надо по этому маленькому радиусу очень хорошо загнуть, да, качественно металл, и небольшие зазоры. То есть это вот для втулочек на подвеску, в принципе, шикарное решение. Вот. И вот это вот материал, это банка от тушенки, да, тоже эксгумированная, да, или как там правильно говорится, да, разрезанная. Значит, здесь толщина 15 соток, но вот она такая более жесткая, даже жестче, чем вот это вот, то, что у меня было. И вот, наверное, следующую прокладку в хомут я буду делать с вот этой штуки, потому что там на хомуте и диаметр побольше, и обжать нужно получше. То есть здесь и толщина больше подходит, и жесткость, да, чтобы резьба штока не выгрызала алюминий на хомуте. Значит, едем дальше, ребята, из-за чего еще была масса проблем. Это втулки, которые стояли в велосипедной вилке, да, которую мы переворачивали, обрезали и ставили на самокат. Ну, вот это вот говно, я по-другому не могу сказать, да, оно вообще, ну, до фишки мороз, скажем так. Вот это вот треснуло в 2 местах втулка, это в 3 местах. Диаметр она нифига не держит, длина у нее короткая, соответственно изгиб штока, да, пера в вилке она тоже не держит. И оно еще и лопнутое. Короче, я все быстренько снял, напряг своего токаря и сделал вот такие вот втулки из капролона. В чем их преимущество? Во-первых, как видите, они здесь сделаны буквой Т, то есть они на выходе шире. И, соответственно, они упираются в перо, да, и не просаживаются вниз, то есть они стабильно стоят по высоте. Во-вторых, они длиннее, они вот так вот не гуляют, то есть шток в пере не гуляет вот так вот. Те предыдущие, которые я показывал, там где-то сантиметров 5 длина, у этих около 8 по рабочей части. В-третьих, они толще сами по себе, потому что вот эта вот ерунда, да, то есть здесь вот как бы распорки, да, вот эти вот ребра, а вот здесь вот оно чпок и трескается, и вот здесь трескается, то есть это вообще разговор ни о чем. То есть те втулки, которые сделаны из капролона, они идут достаточно толстая стенка у них. И вот эта вот стенка без каких-то ребер жесткости, то есть полностью заполнение по кругу и полностью на всю длину, на 8 сантиметров. Вот, это просто шикардос. Разница между вот этими втулками и вот этими, это песня. Да, эти втулочки получились, конечно, тяжелее, да, вот какие-то детали делаешь, и самокат в массе прибавляет. Но, блин, я на них уже 1004 отмотал километров. Вот, и особого износа, как бы, просадок я не вижу. Изначально смазывал маслом И-20 швейным, но масло сюда не очень подходит. Плюс оно достаточно сильно реагирует по вязкости на температуру.
Сейчас перешел на литол. В начале сезона смазал, и 5000 километров до зимы можно катать смело. В следующий раз, я так думаю, сейчас мы взяли капролон, да, из капролона это все дело вытащили. В следующий раз я еще попробую фторопласт, потому что капролон материал хороший, но он при обработке, да, имеет некоторые шероховатости и чуть-чуть сдерживает ход. Фторопласт, говорят, более жирненький. Попробуем в следующий раз фторопласт, посмотрим, что с этого получится. Думаю, наверное, более чем важный момент в управляемости рулевой — это качество подшипников. Честно говоря, может, мне везет, может, у меня карма светлая, но те подшипники, которые приходили с завода и в мотор-колесах, и в ступице, вот, в принципе, были без каких-то люфтов, то есть достаточно качественные. Может, они и недорогие, но те, кто на заводе собирает, они знают, что заказать недорого и нормально. Вот, потому что дешевые подшипники, которые я заказывал отдельно, они просто тарабанили вот так вот вообще. 2 кольца, да, сепаратор, вот, как жить на говне. Эти подшипники заводские, приличные. Я так посмотрел и решил их не трогать, потому что сейчас заказать что-то, да, немецкое или японское, заплатить за 2 подшипничка там долларов 30, мне как-то харит. Вот. Но качество подшипников надо проверять и смотреть их износ, потому что если туда-сюда болтает колесо из-за подшипников, то о каком управлении рулевой может идти речь. То же самое сопутствующий фактор, да, который влияет, это диаметр оси, насколько она плотно входит в подшипник. Обязательно надо замерить внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника, замерить диаметр оси, желательно штангенциркулем, а не обернуть сантиметром, как тут мне один товарищ седло продавал на днях. Говорит, замерю тебе сантиметром окружность, а там высчитывай. Еще неизвестно, из чего этот сантиметр сделан. Из какого говна. Вот, поэтому меряем диаметры внутреннего кольца, диаметр оси. Если там разлет, нормальный допуск — это 5 соток в идеале. То есть, допустим, подшипник имеет там 10 диаметр, а ось 9,95. А у меня получалось, значит, подшипник десятка, а ось 9,85. Это 15 соток, это уже дохерища. Вот, эту ситуацию надо исправлять. Я брал другую ось, купил от мопеда, там было 9,9, но все равно 10 соток это много. Поэтому я ее еще пока не ставил, тем более она уже как бы бушная. Там еще проблемы с гайкой, нестандартная резьба, вот, с меньшим шагом. Я пока ее не трогал. Но здесь, на эту ось, я вымерил расстояние слева направо. И вот как раз именно там, где стоят подшипники, я наложил один раз слой каптона, один оборот. Каптонов у меня немного, я пока не такой богатый. Вот 2 как бы, да, которые есть. Этот я брал, по-моему, аккумуляторы изолировать. Тут 75, по-моему, миллиметров. Вот 21 700. Если шкурка где-то потерялась, можно заизолировать неплохо им аккумулятор в сборке. А вот этот под транзисторы в контроллере.
И вот этот вот узенький скотч, да, вот как раз он идеально подходит для того, чтобы снизить зазоры между осью и подшипниками. Один оборотик сделали, и глядишь, уже не 9,85, а 9,95. И до десятки там уже немного осталось. Я показывал, специально дергал рукой колесо, да, вы видите, что оно не шевелится. Вот такой вот материальчик, достаточно прочный, вот, никуда не сдирается, держит хорошо. И вот в этом узле, да, в этой точке сопряжения оси с подшипниками, шевеленки нету. Значит, что еще должен отметить? Гусь у меня достаточно длинный. Я даже не знаю, там сантиметров 20, наверное, да. И вот той прочности конструкции, которая была на сдаче рамы, мне как-то не хватало ее. То есть я чувствовал, что он чуть-чуть играет. Вот, поэтому параллельно с отрезкой стакана, да, со сменой угла атаки, усиливался гусь сам. То есть между верхней и нижней траверсой, вот видите, да, пошло 2 перемычки здесь, да, чтобы вот так вот не играла в этом направлении. Пошла куча перемычек вот таких вот, да, чтобы создать ферму из 2 направляющих, из 4, вернее. И еще снизу я вот этим бортом усилил. Вот, может быть, это было и излишнее, да, потому что здесь много металла. Польза может быть не очень большая, но прибавка в весе приличная. Но ничего, как бы пусть будет такой пояс. Моя жопа не треснет от лишних там 300 грамм. Вот это то, что здесь наварилось. Но зато надежность будет больше. Вот. И после всех этих работ вот я уже почувствовал, что прям вот гусь, вот он вообще монолитный. То есть он никуда не дергается, его не штормит, и ездится очень стабильно. Часто, очень часто вы жалуетесь на стук вилки, особенно на отбое. Из-за чего это происходит, да, и как я решал этот вопрос. Вот. Происходит это из-за отсутствия преднатяга в подвеске. То есть подвеска должна быть преднатянута. И я когда, допустим, ставил новый амортизатор, недавно обслуживал, может как-то в отдельном ролике про это поговорим, я все ТО сделал, потом закрутил гайку, вот руками, насколько она закручивалась. Потом еще сделал 5 оборотов. Ну, там шаг резьбы небольшой, где-то 1,5 миллиметра. Но я сделал преднатяг. Почему? Потому что все равно будет износ где-то в стакане, где-то шток будет изнашиваться. И пусть он будет люфтить и стучать позже, чем раньше. Годик, там 1,5 я поезжу, может и 3 в таком состоянии. Но сейчас я, допустим, поднимаю заднее колесо. У меня оно не остается на земле. То есть, самокат поднимается, и колесо поднимается четко с ним. То есть вот этих вот фиговин, да, нет. То же самое было здесь на вилке. То есть изначально она была не преднатянута. То есть, длина винта, да, который заходит в перо, длина пружины, да, вот это вот все не давало необходимой жесткости. То есть, в принципе, ход у вилки огромный, вот этой вот. Если не 10 сантиметров, то сантиметров 8 точно. А преднатяга не было. И получалась какая ситуация? Вот стоит, допустим, самокат на земле. Стоит он, да?
Я самокат поднимаю, а переднее колесо остается на земле. То есть настолько вот как бы свободный ход был внутри, да, ну, по размерам, да, по расчетам, что колесо, ну, вот поднимаешь самокат, а колесо падает вниз. Ну, соответственно, представляете, да, при таком преднатяге, как вот это вот все, да, болталось, как жить на говне в дороге. И это надо было однозначно исправлять, делать преднатяг и прощаться с этой ситуацией. Значит, как это все было реализовано? Вот сейчас вы на экране видите разобранное перо, пружина, вроде даже типа с прогрессией, и вот здесь вот она в перевернутом виде. Вот. На ней сверху выточен у токаря бочонок. Бочонок находится снизу, в него заходит винт и эту пружину вытягивает к верхнему торцу пера. Еще раз, снизу шток. Дальше за штоком идет бочонок, за бочонком идет пружина и вверху торец на пере. И винт определенной длины должен выжать эту пружину. В торце там стоит ответный бочонок под резьбу длинного болта. И вот без вот этих вот бочонков получается между штоком и пружиной образовалось какое-то свободное пространство, там, может, миллиметров 5. То есть там даже не то, что не было преднатяга, там еще зазор был. И, соответственно, оно все стучало, тарахтело, само по себе опускалось просто при подъеме самоката воздух, и это было не дело. Поэтому точились такие бочонки из дюрали. Я смотрел, прикидывал, долго подбирал, какая мне нужна высота бочонка. Ну, изначально было сделано вот это вот аж 20 миллиметров, но на 20 миллиметрах подвеска уже практически не отрабатывала. То есть преднатяг был очень сильный. Ну, 5 миллиметров это вообще ни о чем. Это чтобы просто покрыть зазор между штоком и пружиной. Поэтому я точно не помню, то ли до 15 я сточил, то ли до десятки. Вот. По-моему, 15 миллиметров у меня осталось. И, соответственно, в вилке появился преднатяг, она перестала стучать, и ее перестала вот так вот носить и в боковом направлении, и в переднем направлении. Вот сколько там за бочонки взяли, гривен 300, 2 бочонка. Очень простое и вместе с тем очень эффективное и недорогое решение проблемы. Ну, естественно, здесь я поставил резиновые прокладочки, проклеил, там сверху тоже как бы болт, который снизу заходит, да, через шток, да, или перо, не знаю, как правильно сказать. У него тоже под шляпкой резиновая прокладочка. Ну, я думаю, что вы не дураки, вам лишний раз это объяснять не нужно. Едем дальше. Значит, следующее, вроде бы как бы не совсем очевидная, но выносящая мозг проблема это смазка, ее свойства и стабильность от температуры. Значит, расскажу, в чем суть. Вилку я там собрал, обслужил, поставил все втулки, все чики-пуки, вот вообще вот так вот. Весну езжу, все окейно, все зашибись. Потом смотрю, ближе к лету, там июнь-июль,
Что-то начала подвеска, ну, как-то, опять же таки, как жить на говне трястись, и опять вот эта вот шевеленка туда-сюда, вот так вот. Ездить стало сложно. Потом сижу и думаю, блин, в чем проблема? Ну, вроде бы все узлы как бы перебраны, да, все затянуто, все подтянуто, все чики-пуки, но, блин, все равно ездить сложно. Потом прикидываю, лето, сейчас, начало августа, 40 градусов, а весна, ну, там сколько, 0-10 градусов, да, то есть значительно поднялась температура, и у обычного масла, да, снизилась вязкость. Просто из-за температуры, и поэтому вилка начинает вот так вот опять прыгать, ее как бы колбасит. То есть у нас при езде должна быть определенная точка сдвига. То есть, чтобы руль не водила, должна быть точка сдвига. Вот, допустим, смотрите, да, наверное, вот здесь вот поставлю, будет лучше. Да, вот справа ручка, да. Вот смотрите, вот у нас вертикаль, да, вертикаль. Допустим, возьмем по вертикали там нагрузку как бы на подвеску там на одно колесо 100 килограмм. Вот подвеска должна начать отрабатывать в какой-то точке. В какой-то точке. То есть она не должна отрабатывать на нуле. Она должна отрабатывать там при 10 килограммах, при 15, при 20. Ну, дальше уже подниматься не стоит, потому что будет жестко. Но она не должна вот так вот трястись в самом начале. И вот когда масло залитое было, да, и 20 весной, вот точка сдвига была где-то при 20, допустим, килограммах. А к лету она опустилась практически к нулю, и опять вот это вот постоянное туды-сюды оно дрожит, как бы, ну, это не разговор. Сейчас я перешел на литол, стало ездить немножко жестче, то есть точка сдвига, допустим, килограмм 30 стала. Вот. Но литол более стабильный по температурам, и осенью, и зимой, и летом как бы на нем ездить комфортно. Ну, там раз в месяц, раз-два я снимаю старый грязный, накладываю новый. Вот. И, в принципе, вот он не вызывает такого дискомфорта из-за смены температур. Вот, поэтому внимательно думайте, как бы, чем вы смазываете. Это тоже влияет на устойчивость рулевой и на воблинг в том числе. Чуть не забыл вам рассказать про еще один важный момент. Устойчивость и рулевой, и самоката, да, она многофакторная. Я, наверное, в 3 роликах рассказал штук 15 факторов, может даже 20. Да. Вот. И один из факторов устойчивости – это центр тяжести. Центр тяжести. То есть, чем меньше клиренс, тем самокат более устойчивый. И рулевая в том числе тоже более устойчивая. Изначально вот этот вот торец пера, да, правильно я называю, он был утоплен вот где-то вровень с траверсой. То есть здесь где-то сантиметра 2. А сейчас мне клиренс большой не нужен. Я езжу как бы по допу, в основном по асфальту, по полям не прыгаю. Мне под нагрузкой десятки клиренсов вот так вот с головой. Поэтому перья я выгнал вверх по траверсам, насколько возможно, чтобы снизить клиренс. И это тоже дало большой плюс к стабильности, к управляемости руля. Честно говоря, поднял бы перья в траверсах еще выше, чтобы клиренс был еще меньше. Но уже просто некуда, потому что они немножко по высоте по-разному стоят.
Пришлось компенсировать, ну, где-то проеб, там, может, 1 градус при сварке рулевого стакана, да. Поэтому траверсы стоят чуть-чуть на разной высоте. И вот этого траверса уже видите, вот. То есть здесь стоит втулка, и эта втулка, она уже, ну, шире, да, чем само перо. Вот эта вот часть пера, она шире, чем верхняя. И получается уже вот этот вот конус расширения, он уже уперся в траверс, уже больше поднимать некуда. Но, в принципе, даже вот эти вот 2 сантиметра, они сыграли свою роль и сыграли очень хорошо, заметно. Заметно. То есть тогда еще я только начинал работать над этим вопросом, да, над стабильностью рулевой. И вот эта вот операция, подъем перьев в траверсах и снижение клиренса, это была одна из первых операций, которую я сделал, и, соответственно, я сразу же оценил, да, какой от нее результат положительный. Так, ну и частенько вы жалуетесь на вот эти вот бочонки складного руля, которые вот так вот с магазина болтаются, как дырка у шлюхи на трассе. И все говорят, что складной руль это фигня, он люфтит туда-сюда, ля-ля тополя. Надо ставить только цельный, а цельный руль, ну как с ним в лифт комфортно зайти, в магазин комфортно зайти. Ну, это как бы, это несерьезно. Вот у меня складной руль. Вот я дергаю его. Туды-сюды обратно, тебе и мне приятно. Как видите, никакой шевеленки нету. Почему? Потому что на складке стоят прокладки. Кефри, троечка, ночные. Прокладочки ставятся вот сюда, вот внутрь, с нижней стороны вверх, под вот этот вот рычаг. То есть между рычагом и вот этим, как правильно сказать, бочонком, да, должна быть прокладка, чтобы рычаг ручки в нее уперся. Из чего делать прокладки, я рассказывал в начале ролика. Вот, возвращайтесь туда. Вот, можете выбрать эти материалы. Можете другие. У меня вот от ленты, которой я собирал батарею, вернее батареи, потому что их уже не одна штука была, далеко не одна. Вот от такого мотка остались вот такие вот кусочки, и я делаю вот прокладки в ручке вот из такого материала, медь. Она дает жесткость с одной стороны, с другой стороны, если наклеил лишнюю полосу, да, и ручка уже не складывается, то есть бочонок не наскакивает, как бы, да, один бочонок на рожки не наскакивает, внешний бочонок, то всегда можно взять маленькую фрезу и шуриком быстренько подпилить, вот, обеспечить оптимальный зазор. Так что при грамотном подходе ничего не люфтит даже на складном руле. Еще раз показываю. Вот левая ручка, ну уже сама рулевая дрожит вместе с самокатом. Вот левая ручка, вот правая ручка. Причем, когда прокладки свежие, это работает не только в вертикальном направлении, но и направлении вперед-назад. Тоже как бы есть стабильность. Вот, то есть, ну, уже рулевая сама крутится, а ручка вперед-назад, она не ходит. Раньше я уже рассматривал эти вопросы по поводу устранения люфтов в ручках. Сейчас я зацепил очень, ну так, поверхностно, да, эту тему.
Потому что мы в целом, да, говорим про управляемость рулевой, про воблинг, да, про стабильность передней подвески. А в целом про люфты самоката, про прокладки, как решать эти проблемы, смотрите вот в этом ролике. Это один ролик я снимал на эту тему. И вот это вот второй ролик, где можно подчеркнуть для себя больше лайфхаков в решении этих проблем. Ну, и так как этот ролик последний, да, по теме управления, да, рулевой, стабильности рулевой, то, наверное, еще раз озвучу профит, как это было до и как это сейчас. Значит, когда мне сдали раму, я не мог ехать даже 20 км в час. То есть руль уже вот так вот водило, и у меня очко сжималось вот в этот до размера иглы в шприце. Долго я работал с этим вопросом, ну, наверное, год. Постепенно я его решал, да, проходил все эти 10, 15, 20 факторов. В час я еду, ну, вторая у меня 55, где-то под горочку чуть вниз это уже 60, я наваливаю, никаких проблем нету, при том, что рулевая достаточно мягкая, реагентная, подвижная. В прошлом видео я вам показывал демпфер. Вот у меня сейчас демпфер под стаканом, он стоит на минималках. Это очень удобно в пешеходной зоне, да, потому что надо часто крутить руль, кого-то объезжать. Демпфер стоит на минималках, но чем больше скорость получается, ну, если ты там не 10 едешь, а 50, тем стабильнее рулевая получается на выходе. То есть мотор давит взад, угол атаки правильный, то есть загружается как бы вилка, и чем больше скорости, тем стабильнее ты едешь. Ну, по факту, серьезно. Никаких люфтов, никаких лишних шевеленок ненужных, но только если я их захочу себе создать. В принципе, до 40, ну, без рук, конечно, я не скажу, что я могу ездить, но на первое там 35 у меня, да, вот 35-40 я могу ехать, управляя одной рукой, показывать поворотики, левый поворотик, правый поворотик, вот, без проблем, вот, держась за руль только одной рукой. Вот, так что профитами я доволен как слон, тут как бы даже и говорить не о чем. Так, ну вроде за 3 видео все рассказал. Свой сложный, интересный и полезный опыт, надеюсь, вам пригодится. Может, где-то недостаточно графической информации, да, было для того, чтобы все пояснить. Что не ясно, спрашивайте в комментариях. Пишите, как вы боретесь с воблингом. С вас лайк, подписка, дзынь-дзынь, благодарность за мою работу. А с вами сегодня был Андрюха, как обыкновенно. И до встречи в следующих роликах. Бай-бай.